Возможно, вам доводилось смотреть или хотя бы слышать про такой фильм «Банковский билет в 1 миллион фунтов» 1954 года с Грегори Пеком в главной роли, снятый по одноименному рассказу Марка Твена. В каноническом советском дубляже, где Пек озвучивал Марк Бернес, все еще говорили «банкнот» в мужском роде, как такси и кофе. Раз банковский билет, то значит банкнот. По сюжету американский моряк оказывается в Англии на мели и становится объектом пари двух эксцентричных богатых джентльменов, которые выдают ему в конверте 1 миллион фунтов стерлингов одной бумажкой с условием, чтобы он продержался 1 месяц, не потратив эти деньги. Веселые господа хотели убедиться на свой лад в правоте народной мудрости. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. И действительно, где бы Янки не пытался предъявить полученный билет, везде все и все предоставляли ему бесплатно, обращаясь с ним как с королем, ибо не существовало такого магазина или ресторана, где выдали бы сдачу с такой купюры. Но ее обладателю уж точно можно было смело отпускать товары в кредит. Действие фильма происходило в 1903 году, когда на 1 миллион фунтов стерлингов можно было купить один тяжелый броненосный крейсер с 2 десятками орудий крупного калибра. Фильм, понятное дело, комедийный, но 1 миллион фунтов одной бумажкой – это не шутка, такие билеты реально существовали. Но только выглядели они не так, как купюры из фильма, которую до сих пор, кстати, можно купить на аукционах. Большинство предложений – это, конечно, копии, но можно долларов за 400-500 приобрести одну из оригинальных бумажек, каковых при работе над картиной реквизиторы смастерили несколько штук. На всякий случай про запас. Бумага – это все-таки тонкая материя. Так что ни один еще человек покажет друзьям ту самую банкноту. Благо киношники намеренно или случайно не позаботились наделить свое детище серийным номером. Киноверсия банкноты была выполнена в подражании обычным билетам Банка Англии, находившимся тогда в обращении. Реальный бумажный 1 миллион фунтов имел совсем иной вид. У меня в руках действительно уникальный предмет. Согласно названию, британский казначейский билет от 30 августа 1948 года в 1 миллион фунтов стерлингов. Несмотря на шестизначный номер, таких билетов было изготовлено всего 8, а уцелело 2 на всю нашу Вселенную. Номер 7 и номер 8. Это, как вы видите, номер 8. Данный билет занесен в Книгу рекордов Гиннесса как банкнота самого большого достоинства, находящаяся в частных руках. Не в моих, к сожалению. Билет не из моей личной коллекции. Мне его дали, как говорили в детстве, позырить. Но уже замечательно, что есть возможность прикоснуться к этому в прямом смысле слова уникальному предмету и поведать его историю в формате «покажи и расскажи». Да, и демонстрирую я его согласие владельца. В Книгу рекордов эту бумагу занесли не за количество нулей, ибо по этой части африканские государства далеко ушли вперед, а по покупательской способности на момент выпуска. 1 миллион фунтов стерлингов в 1948 году сегодня равен 46 миллионам 465 тысячам 500 современных фунтов стерлингов. Крейсер может и не купить, но на 3-4 замка и приличную яхту хватит с большим запасом. И эту внушительную сумму надо умножить еще на 110, чтобы получить эквивалент в современных рублях. Более 5 миллиардов рублей одной бумажкой. Такими суммами в России оперируют обычно только чиновники. Как вы можете убедиться, на ту бумажку, которой размахивал Грегори Пек, не похоже совсем. Тем не менее, когда вот этот билет номер 8 выставлялся на торги в 2008, а его собрат «семерка» в 2011, газеты всякий раз писали, что продана та самая банкнота из фильма. Кстати, благодаря известности и наличию изображений с прошедших аукционов, легко убедиться, что билет, который я держу, это именно и есть та самая «восьмерка». Помимо текстуры бумаги, водяных знаков, краски, ощущения рельефа букв и утопленных цифр серийного номера, не оставляющих никаких сомнений в подлинности, можно обратить внимание и на индивидуальное для данного билета утончение линии в верхней петле «восьмерки». Несмотря на то, что данный билет внесен в каталог бумажных денежных знаков ПИКа под номером P361A, он таковым не является. Это не совсем банкнота, или может быть даже совсем не банкнота. Название Treasury Note дословно переводится как казначейский билет, но эта бумага в действительности не имеет ничего общего с американскими купюрами типа Treasury Note или казначейскими билетами СССР или бумажными фунтами и шиллингами, выпускавшимися в годы Первой мировой британским казначейством. Те действительно были бумажной формой денег, причем законным средством платежа, обязательно к приему всеми и везде. В США были еще бумаги, тоже называвшиеся казначейскими, и на внушительные суммы, так что Марку Твену можно было бы не отправлять своего героя в Англию. Пожалуйста, 500 миллионов долларов.
Это облигации, процентные долговые обязательства казначейства, продававшиеся на рынке ценных бумаг, среднесрочные – Treasury Note и краткосрочные – Treasury Bill. Однако британский миллионник номер 8 не является облигацией. Не банкнота, не облигация. Так что же это? А это вексель от имени британского казначейства, дающий право на получение миллионов фунтов по требованию. Причем не какому-то там счастливому обладателю в Банке Англии, а самому Банку Англии из государственного бюджета. То есть деньги должен получить банк. При этом билет отпечатан в типографии Банка Англии на фирменной бумаге с водяным знаком Bank of England. То есть фактически это не билет казначейства, а билет Банка Англии, который тот печатал сам для себя. Но самое поразительное то, что этот британский билет потребовался исключительно для получения американской финансовой помощи в 1948 году в рамках программы послевоенного восстановления Европы, более известной как План Маршалла. И здесь уместнее вспомнить не комедию с Грегори Пеком, а одну из серий «Симпсонов» про специальную банкноту для Европы в $1 триллион. Президент Труман решил помочь Европе. Доллары помогут нашим союзникам, которые плохо сражались и быстро сдались. Только вот в США в реальности специальных купюр не изобретали и предоставили займ в 300 миллионов фунтов обычными деньгами. А вот для их получения британцам действительно пришлось использовать особую партию билетов. Дело в том, что описываемые события происходили лето так за 60 до появления электронных денег и цифровых подписей. И между поступлением американских долларов в британский бюджет и выдачей дотаций утопающим предприятиям в фунтах следовало выполнить ряд шагов. Бюджет Великобритании состоял, да и сейчас состоит, из двух частей. Консолидированного фонда, через который проходят все доходы и расходы, и национального долга, в котором собраны все дефициты и задолженности государства. Бюджетом управляет казначейство, которое в Соединенном Королевстве совмещает в себя функции Министерства финансов и Министерства экономического развития. Казначейство распределяет бюджетные средства, которые направляются получателям через Банк Англии. Если казначейство расходует деньги на инвестиционные проекты, они снимаются со счетов консолидированного фонда, а если на расчеты по займам, то, как правило, со счета управления долгом. Текст на нашей восьмерке гласит, что настоящий казначейский билет дает право Банку Англии на получение по требованию 1 миллиона фунтов из консолидированного фонда Соединенного Королевства. Выглядит так, что казначейство заняло у Банка Англии миллион на проект экономического развития и взамен выдало обязательство возместить эти средства по требованию. По идее, можно было бы обойтись обычной краткосрочной облигацией. Казначейство регулярно размещало займы внутри страны и за рубежом, выдавая краткосрочные долговые обязательства, именуемые, как у американцев, Treasury Bill. Они могли иметь фиксированный номинал и продаваться на бирже, или выписываться на индивидуальные суммы конкретным контрагентам, которыми мог быть кто угодно, хотя бы и тот же Банк Англии. Если сравнить вот эти чудом сохранившиеся облигации 1923 года и начала 2000-х, то может показаться, что все они представляют один и тот же тип документа. Но это не так. Обязательства начала 21 века выпущены по закону о займах еще из 19 столетия, а именно от 1877 года. И погашались они из Фонда управления долгом. При этом дата погашения не была заранее определена. А вексель 1923 должен быть погашен ровно через год от даты выпуска из консолидированного фонда и ссылается, судя по всему, на главу 4 Акта о торговых инструментах и долговых гарантиях от 1922 года, принятого при Георге V. То есть это совершенно разные виды обязательств. Но несмотря на разные законодательные акты и разные бюджетные фонды, у них одинаковое наименование и схожее оформление. У всех рамочка с печатями комиссаров казначейства и водяной знак из слов Treasury Bill. Вопрос: почему для освоения американского займа потребовался какой-то совершенно иной билет? Очевидно потому, что льготный кредит в 300 миллионов фунтов в рамках плана Маршалла не был обычным займом казначейства. Это была финансовая помощь от военного союзника, и казначейские билеты 1948 были выпущены по закону о национальных займах от 16 ноября 1939, который был принят в перспективе еще только начинавшейся Второй мировой войны для финансирования стратегических операций. Он обозначен на билете как глава 117 законодательного акта 2 и 3, принятая в правление Георга VI. Этот закон регламентировал займы в условиях военного времени.
План Маршалла носил ярко выраженный политический характер. Это была важнейшая стратегическая кампания начавшегося противостояния с Советским Союзом. И от денег, выданных на ликвидацию послевоенной разрухи, вероятно уж очень ощутимо пахнуло ленд-лизом. Поэтому в качестве правового обоснования векселей подобрали закон, служивший для военных поставок кредит и выпуска облигаций военных займов. В результате вместо обычного обязательства казначейства выплатить средства из бюджета получился своего рода сертификат на получение средств из бюджета в виде банковского билета, предназначенного исключительно для внутренних расчетов. Отнести его к денежным знакам можно только при очень большом и жгучем желании, поскольку никакого оборота таких билетов не могло быть в принципе. В США и Канаде, например, применялись банкноты, которые не поступали в обычное обращение, а служили для расчетов между банками. Но их можно было передавать и, главное, расплачиваться ими друг с другом. А вот казначейские билеты 1948 года мог получить и обналичить только Банк Англии и больше никто. Все 300 миллионов фунтов из американского займа распределялись казначейством через Банк Англии. Банк выдавал дотации своих капиталов в объеме полученных от казначейства векселей и через короткое время получал по ним возмещение средств бюджета. В силу всех рассмотренных обстоятельств на рамке билета нет казначейских печатей и водяной знак из названия банка. Защита в виде водяного знака и красных чернил серийного номера сделана, скорее всего, просто по инерции, порядка ради, равно как уточнение по углам левой стороны по требованию и не может быть оспорен. Ведь во внешний мир эти бумаги не выходили. Единственным получателем был Банк Англии, и подделывать или нарушать правила применения было просто некому и незачем. И рамка, и текст, включая достоинство билета, отпечатаны сразу. По всей видимости, с самого начала было четкое понимание, как будет распределена вся сумма займа. Эти билеты были изготовлены в нескольких фиксированных номиналах. К сожалению, их точный состав неизвестен, но они были в диапазоне 25 тысяч фунтов до 1 миллиона. Кто принимал решение, сколько и каких билетов нужно и чем при этом руководствовался, выяснить не удалось, но достоверно установлено, что векселей в 1 миллион фунтов было изготовлено всего 8 штук. На обоих уцелевших билетах и номер 7, и номер 8 одинаковая дата выпуска – 30 августа 1948 и та же дата погашения – 6 октября того же года. То есть от выпуска до выплаты по ним денег прошло чуть больше месяца. Не исключено, что такие же даты были у всех векселей, выпущенных для освоения американского транша. При погашении повреждалась первая буква фамилии подписанта первого барона Эдварда Эттингдена Бриджеса, постоянного секретаря казначейства. Американский кредит был очень важен для Великобритании и, по мнению экономистов, буквально спас ее от банкротства. В рамках плана Маршалла США оказывали финансовую помощь 18 странам, но четвертую часть всех выделенных денег, 26%, направили в Великобритании. Это ли не знак особых отношений, которые теперь связывали опустившуюся бывшую метрополию с вознесшейся бывшей колонией? И когда по гадкой британской традиции уничтожались все погашенные казначейские векселя по историческому займу, последние два из самых крупных решили оставить и преподнести на память о сотрудничестве главам ответственных ведомств Великобритании и США. Возможно, что сами догадались, а могли и позаимствовать идею Марка Твена. В конце рассказа погашенную банкноту дарили главному герою на свадьбу. И хотя известно, кто и какие посты занимал в октябре 1948 года, все же нельзя сказать определенно, кому именно подарили эти билеты. К сожалению, известна только самая общая канва событий, без деталей. После очередного аукциона в британской прессе появляется очередная статья про ту самую банкноту из фильма, и порой всплывают новые фрагментики этой мозаики. В октябре 2008 года в газете «Таймс» писали, что восьмерка после погашения была вручена Эдварду Бриджесу, чья факсимильная подпись стояла на всех билетах. В сентябре 2011 в газете Daily Mail указали, что билеты тогда были подарены британскому и американскому секретарям казначейства. Из этого можно заключить, что билет с номером 7 получил секретарь казначейства США Джон Уэсли Снайдер. Вот только американский секретарь казначейства – это министр финансов в правительстве США. Обычно, если одарили министра одной стороны, то по протоколу и на второй стороне подарок должен был получить чиновник того же ранга. Барон Эдвард Бриджес, конечно, занимал высшую гражданскую должность в британском королевском казначействе, но главой казначейства все-таки считается канцлер казначейства, член правительственного кабинета и по функциям соответствующий как раз министру финансов. А канцлером казначейства Соединенного Королевства в 1948 был сэр Стаффорд Крипс. Мне вот лично было бы приятнее, если бы билет номер 8
достался тогда именно Крипсу, поскольку это не совсем чужой для нас человек. Симпатизирующий коммунистам сэр Крипс служил послом Великобритании в СССР в очень ответственный период с мая 1940 по январь 1942. И это именно он подписывал Советско-английское соглашение о взаимных поставках и кредите, по которому на Восточный фронт направлялись вооружения еще до вступления в войну американцев и начала действия программы Ленд-Лиза. Но кому бы тогда эти бумаги не подарили, все они со временем переселились в мир иной, и наследники выставили ненужные им сувениры на торги. Подаренная британцу «восьмерка» начала свой путь по коллекциям где-то после 1977 года. И значит, скорее всего, была у Бриджеса. Он умер в 1969-м, на 17 лет пережив Крипса. «Семерка» всплыла на аукционе Кристи в 1991-м, на 6-й год после кончины Снайдера. И последний раз сменила хозяина на лондонском аукционе Dix Newman Webb 30 сентября 2011. А вот номер 8 вот уже без малого 17 лет путешествует по России, после того, как был куплен на британском аукционе Spink 2 октября 2008. И как в свое время сэр Крипс прибыл из Лондона в Москву. И как знать, когда-нибудь тоже может снова вернуться обратно на родину. Просто замечательно, что аукционы проводились так давно, когда билеты еще не запаивали в слабо обязательном порядке. И к истории можно прикоснуться. Эти ощущения не передать во всех смыслах. Но можно послушать, как она звучит. Билет послужил недолго и сохранил первозданную плотность бумаги. Кстати, в каталогах указано, что бумага серая, но на мой взгляд она скорее кремоватая. Векселя казначейства 1948 года были порождением плана Маршалла и, по всей видимости, больше никогда не воспроизводились. В последующие годы выдавались обычные казначейские процентные долговые обязательства, долгосрочный Treasury Bond и краткосрочный Treasury Bill, которые печатали до 2006 года, пока виртуализация и цифровизация не достигли и Банка Англии. Treasury Bill всегда краткосрочная, с погашением, как правило, уже через 2-3 месяца и никогда дольше 1 года. Смысл их приобретения в получении процентов по ставке, установленной казначейством, и в том, что выплата по ним гарантирована государством. Прогореть невозможно. По закону 1877 года обязательства могли выписываться на абсолютно любую сумму, лишь бы она была кратна 1 пенсу. Билеты в 1 000 000 фунтов не были редкостью. Работники банка называли их гигантами. Но встречались и титаны – 100 миллионов одной бумажкой. Погашенные облигации по-прежнему уничтожались. Но относительно недавно было обнаружено сразу несколько уцелевших обязательств, все они 2003 года, явно из одной партии, разумеется, погашены. Первыми всплыли билеты в 1 000 000 фунтов, а потом нашелся и на 10 миллионов фунтов. Кстати, вот интересно, какое прозвище было у них. Ведь уже не гигант, но еще и не титан. Также известна целая серия бланков 1988-1992 годов в фунтах и новомодной тогда международной валютной единицы EQ – European Currency Unit, ныне глубоко забытом предшественнике евро. Если на обязательствах 2003 года тексты суммы допечатаны позже на готовом бланке, то облигации 1988 сразу отпечатаны целиком в разных номиналах и разных цветах. Так что вполне возможно, что и в серии 1948 года казначейские билеты других номиналов могли быть не только зелеными. Но, увы, этого уже никто не узнает. У всех известных краткосрочных обязательств незаконный получатель, а значит деньги по ним мог получить предъявитель. Формат Treasury Bill открывал теоретическую возможность перехвата злодеями злых миллионов, которая по чистой случайности однажды реализовалась на практике в 1990 году. Времена были простые, в Британии так просто деревенские, и банки отправляли за своими гигантами и титанами отнюдь не атлантов, а обычных курьеров без охраны. 2 мая 1990 года одному такому мальчику на побегушках по имени Джон Годдард из биржевого брокера Шепардс приставили нож к горлу в темном переулке и отобрали 292 миллиона фунтов. Газеты писали про ограбление века, но хотя деньги выдавались предъявителю, обналичить столь приметное похищенное было нереально. И самое громкое ограбление оказалось еще и самым тупым. В 2003-му с 1948-го британский фунт стерлингов обесценился вдвое, но сейчас дела идут еще хуже,
и билет в 10 миллионов тогдашних уже сильно просевших фунтов равняется 229 миллионам 968 тысячам сегодняшних инфляционных фунтов. Но забить баки миллионнику 1948-го он при этом не в силах. По редкости-то он не уступает, но коллекционная стоимость на 2 порядка меньше. Ибо всего лишь ценная бумага, краткосрочное обязательство, Treasury Bill. Облигации 2003-го в каталог бумажных денег не попали. И вот этот наш вексель 1948-го, крайне удачно для него окрещенный казначейским билетом, по-прежнему держит рекорд. Тот самый банкнот из фильма. Специально для читателей Википедии хочу уточнить, что журналист Daily Mail Мартин Робинсон, описывая аукцион 2011 года, допустил ошибку, указав, что казначейских билетов 1948 года в 1 миллион фунтов было 9. Из его статьи эту ошибочную цифру кто-то перенес в Википедию. Но нет, таких билетов было 8. Это подтверждается каталогами, да и уцелели именно номера 7 и 8, а не какие иные, потому что они шли самыми последними по порядку, завершающими выплату транша, и в силу этого обстоятельства были сохранены для подарка высшим казначейским чиновникам Великобритании и США.